Социалистическая экономика – это прежде всего плановая экономика. Но значит ли это, что любое плановое хозяйство является социалистическим? Это не так. Да, капитализм – это хаос конкуренции, но в эпоху империализма монополии позволяют капитализму выйти за свои рамки и осуществлять перспективное планирование. Хаос рынка постепенно вытесняется в малый и средний бизнес. Если так, то в чем заключается преимущество централизованного социалистического планирования? Для того, чтобы понять это, мы должны обратиться к историческому опыту СССР. Путь к социалистической экономике лежит через преодоление отчуждения с одной стороны и товарности экономики с другой. Заменить рынок планом сегодня не более чем техническая задача. Но пока существует отчуждение, товарность, а значит элементы рынка будут появляться вновь и вновь все в более уродливых формах. Именно это мы видели в СССР. Формально зарплаты рабочих и служащих были полностью унифицированы и зависели только от квалификации. Но фактически заработки на разных предприятиях отличались драматически, что вело к появлению рынка рабочей силы, конкуренции как между предприятиями, так и между рабочими. Наряду с другими формами угнетения, Октябрьская революция ликвидировала сдельную систему оплаты труда и уравняла зарплату управленцев и квалифицированных рабочих. Как и национализация, эти меры осуществлялись под давлением рабочих советов и заводских парторганизаций. Мобилизация сознательных рабочих на фронт, в продотряды вела к истощению рабочего класса и падению трудовой дисциплины. В этих условиях руководство партии, включая Ленина и Троцкого, смотрело на сдельщину почти как на панацею. Уже к 1921 году доля сдельной системы оплаты труда превысила 50%, несмотря на сопротивление Советов. Неудивительно, что рост неравенства шел параллельно с падением активности и роли Советов. Ситуация стала еще хуже в годы первой пятилетки, когда Сталин использовал не публиковавшуюся раньше рукопись Ленина «Как организовать соревнования» для борьбы с уравниловкой. Бюрократическое соревнование разрушало плановую систему. Сперва соревнования проводились между цехами, но ко второй пятилетке возникло движение стахановцев, которое разрушало рабочую солидарность в каждом забое и цехе. На более высоком уровне соревнование заводов, областей и ведомств заставляло управленцев принимать решения, максимизирующие формальные показатели, часто ценой снижения эффективности производства. Все это сопровождалось приписками и таким перевыполнением плана, когда, образно говоря, болтов производилось больше, чем гаек к ним. Это вело к перерасходу материалов и росту материальных резервов предприятий. Совершенно типичной была ситуация, когда на одном заводе производство было парализовано из-за поломки оборудования, в то время как точно такое же оборудование находилось в резерве и не использовалось на другом. По сути дела, социалистическое соревнование вело к появлению бюрократической конкуренции между предприятиями. Но с точки зрения нового поколения бюрократов и либеральной интеллигенции, проблема была не в ней, а в отсутствии рынка. При этом не был учтен негативный опыт НЭПа. Работы таких советских экономистов, как Юрий Ларин, в которых раскрывалась неизбежность коррупции и разложения системы управления госсектором, были скрыты от читателей в спецхранах. Результатом такой политики стал коллапс экономики Советского Союза. Это правда, что экономическое неравенство неизбежно при социализме, тем более в рабочем государстве. Но это лишь половина правды. Вторая половина.
состоит в том, что неравенство непрерывно разрушает основу рабочего государства, солидарность и энтузиазм рабочего класса. Именно поэтому рабочее государство нестабильно по своей природе. Это не смесь элементов капитализма и социализма с постоянно меняющихся им соотношением, а имманентная борьба этих элементов. Но здесь мы имеем не только классовое противоречие, также неизбежное противоречие рабочего класса с бюрократией, то есть собственным государством. Вы скажете, рабочий контроль? Этого недостаточно. Только перемена труда, массовое участие рабочих во всех уровнях управления производством может преодолеть отчуждение. Современный уровень образования рабочих позволяет это. Так что же такое социалистическое планирование? Это не рассуждения интеллигентов или расчеты технократов, а воля и организация рабочего класса как целого. Класса, который, становясь классом для себя, уничтожает самого себя как класс, диалектически уничтожает свою власть, свое государство на пути к коммунизму.